Йоу, привет, фотограферы! Как ваши дела? Надеюсь, у вас все клево. Меня зовут Виталик, и сегодня мы будем делать нескучные фотографии в технике под названием фото с протяжкой или фото с проводкой, или английским словом panning. Я называю именно английским термином, но выбирайте, какой вам больше удобно. У меня есть несколько примеров. Вот такие кадры из моих собственных архивов, как их снимать, на что, какие настройки камеры использовать, как выглядит техника, какие есть трюки и лайфхаки в постобработке. Обо всем об этом мы говорим сегодня. Готовы? Погнали! Итак, техника, о которой мы сегодня говорим, называется английским словом panning, или на русском фото с проводкой, фото с протяжкой, как я уже сказал. Заключается она в том, что камера в наших руках должна следовать движению объекта, который мы снимаем, со скоростью, сопоставимой скорости объекта. То есть мы стоим где-нибудь на улице, видим, тачка быстро проезжает, и мы должны двигать нашу камеру. Мне просто нравится этот звук. Мы должны двигать нашу камеру со скоростью, сопоставимой скорости движущегося автомобиля. И это может быть не обязательно автомобиль, это может быть велосипедист, это может быть трамвай, мотоциклист, конь, что угодно, что движется достаточно быстро. То есть, в принципе, это может быть даже человек на пробежке, а вот идущий пешком это будет уже слишком медленно, и эффект не выйдет достаточно интересным. Поэтому выбирайте что-нибудь подинамичнее. Пару важных моментов. Чтобы достичь максимально крутого эффекта, нужно иметь в виду время съемки и место съемки. Оптимально снимать, когда уже начинает темнеть и включаются все эти огни и подсветка. Ну или когда совсем стемнело, но у вас есть хорошо освещенная локация с обилием, света, с витринами магазинов на фоне, с уличными фонарями и всем вот этим вещам. То есть в таких условиях можно снимать хоть ночью. По локации нам нужен интересный цветной, яркий бэкграунд, как раз таки, как я уже сказал, с обилием всех вот этих вот, с обилием света, с обилием, витрин на фоне, которые бьют светом, уличные огни, все вот это. Во-первых, это все будет нам подсвечивать наш объект съемки. Во-вторых, при движении камеры весь этот свет от витрин, он будет очень прикольно размываться, оставляя вот эти вот световые следы, световые трейлы на фоне, и они всегда выглядят очень прикольно. Не нужно снимать на фоне черной пустоты, это скучно, это не прикольно, это неинтересно. Ищите что-нибудь обильно бьющее светом, витрины, уличные фонари и все вот это, снимайте на фоне них и получайте более крутой эффект. Итак, что нужно для съемки в этой технике? Ответ очень простой, нам нужна только камера. И это может быть абсолютно любая камера, которая позволяет устанавливать ручные настройки съемки. То есть технически это может быть даже телефон с каким-нибудь сторонним приложением, в котором можно устанавливать значение выдержки. И выдержка – это ключевой фактор съемки в этой технике. Нам жизненно необходимо снимать в определенном диапазоне выдержек, чтобы добиться искомого эффекта. Этот диапазон начинается где-то, наверное, с 1/30 секунды и вплоть до 1/4 секунды. То есть технически это получается съемка с длинной выдержкой в ручном режиме, без штатива, с рук. Два момента, которые стоит учитывать. Первый. Чем длиннее наша выдержка, тем нам сложнее получить вменяемый результат и запечатлеть объект четким и не сильно размытым. В нашем случае самая длинная выдержка – это 1/4 секунды, и я не рекомендую опускаться ниже этого, потому что уже на 1/4 весьма непросто поймать объект четким и не размытым.
добавляется все вот это вот дополнительное размытие от, я не знаю, от тряски рук, от чего угодно. Поэтому помните, что чем ниже мы делаем выдержку, тем нам сложнее. И второй момент – скорость движения объекта. Чем быстрее движется наш объект, тем короче выдержку мы можем поставить. То есть, соответственно, если мы снимаем где-нибудь в городе и где-нибудь там за городом какая-нибудь трасса или просто какая-то большая дорога, которой автомобили движутся, в принципе, быстрее, чем по каким-то узким улочкам в городе, соответственно, это будут разные выдержки, да, то есть на какой-то трассе, скажем, мы можем поставить выдержку, скажем, в 1/20, а не в 1/10, потому что тачки движутся быстрее. Ну что, давайте таки пойдем и снимем что-нибудь в этой технике, я наглядно покажу, как это все выглядит и как работает, ну и расскажу еще что-нибудь по ходу дела. Let's go! В поисках локации для начала я остановился на вот этом перекрестке. Здесь я пытался поймать трамвай, но и не только его. Правда, долго я здесь не задержался, потому что локация все-таки не самая лучшая. Не хватило мне света на фоне, все же его слишком там мало. Поэтому двинул дальше в поисках более ярких мест. Недолго гуляя, я остановился вот здесь. Яркие, бьющие просто светом витрины и вывески сзади. Как раз то, что нужно. Ой-ой, неплохо. Не совсем четко, но в принципе неплохо. Да, фон прям вообще бомбический. Но локация все еще не идеальна, потому что я находился слишком близко к дороге. И, например, проезжающие трамваи просто не влазили в кадр, к сожалению. Но я не стал искать чего-то еще, остался снимать здесь. Я снимаю сейчас с выдержкой по большей части 1/10. Иногда опускаюсь до 1/8. И, в принципе, мне нравится, что получается из вот этих вот фона нашего, из-за этих линий, которые получаются от фона, да, размытием. Получается очень достойный результат, мне очень нравится. Поэтому ниже я не стал даже опускаться, 1/8 или 1/10 хватает за глаза. Поэтому я очень надеюсь, что таки что-то получилось. Терпение – очень важный фактор для съемки с протяжкой. Едва ли первый кадр или даже первый десяток кадров, которые вы снимаете, выйдет классными. Поэтому нужна практика, нужно снимать и нужно снимать много. Имейте это в виду и будьте готовы сделать не один десяток кадров, надеясь на то, что что-нибудь из них получится. Это то, что я уже сделал, и это еще не все. Наснимал, наверное, 100 кадров уже, и очень хочу, чтобы что-то из них получилось, но это я узнаю только, когда вернусь домой и открою все на большом экране. Ну, а пока несколько советов по самой съемке. Первый совет – само движение.
как двигать камеру. И двигать камеру нужно не руками, а корпусом. Что я имею в виду, как это выглядит. То есть я держу камеру руками, да, но двигаю, значит, не камеру, а двигаю корпус, поворачиваю корпус следом за движением. Таким образом у нас получается кадр более стабильный. Второй момент – это выбор объекта. Выбирайте объект заранее и начинайте следовать за объектом заранее, чтобы, соответственно, сфокусироваться и начать привыкать или привыкнуть, да, к скорости движения объекта и, соответственно, понимать, с какой скоростью нужно двигать камеру. И третий момент – это серийная съемка. Как вы уже могли заметить, я снимаю именно в серийной съемке. Раньше я снимал синглами просто, единичными кадрами, но сейчас я снимаю в серийной съемке и могу сказать, что это прям очень серьезно упрощает задачу, потому что дает немножко больше пространства для маневра, дает право на ошибку и, по сути, дает больше шансов поймать нужный нам кадр в нужный момент времени. То есть, когда, соответственно, скорость движения нашего объекта соответствует скорости движения камеры и когда объект находится в идеальном для нас положении. Ну что ж, я наснимал уже, наверное, гигов 20 фотографий. Я снимаю в RAW, поэтому, да, гигов 20, наверное, уже есть. И уже стемнело, почти ночь. Я закончил, и теперь давайте отправимся домой. Таки посмотрим, сколько гигов набежало. Ну и приступим к обработке. Вот мы и дома. Я уже успел просмотреть отснятый материал и могу сказать, что я немного таки перестарался. У меня получилось намного больше, чем 20 гигабайт фотографий. Но зато есть клевые, классные, интересные кадры, об обработке которых мы поговорим в следующем видео. Почему? Потому что помимо просмотра отснятого материала я на самом деле уже успел смонтировать весь этот видос, и оказалось, что он получается слишком длинным, и я решил разбить его на две части. Сегодня мы поговорили о съемке, о том, как снимать, ну а в следующем видео мы уже поговорим непосредственно об обработке в Lightroom и Photoshop. И этот видос будет уже совсем скоро, на следующей неделе. Ну а пока, чтобы вы не скучали и понимали, что вас ждет, забегая немножко вперед, я покажу свой финальный результат, свои финальные кадры, которые у меня получились прямо сейчас. Что ж, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, оно было полезным. Надеюсь, вы открыли для себя что-нибудь новое. Получили немножко такой мотивации пойти и начать снимать в этой технике, если еще не снимали, или вернуться к этой технике, если у вас уже есть опыт. Если вам есть что добавить об этой технике или об этом видео, или еще о чем, пишите в комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся в следующем видео. На этом все. Пока-пока.